Такого не ожидал никто. Вслед за резким повышением утилизбора готовят запрет правого руля. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм-каналы. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направил вице-премьеру Денису Мантурову письмо с предложением стимулировать постепенное замещение праворульных автомобилей. Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства. Так гласит фрагмент письма. При этом Кутепов отметил важность того, чтобы регулярные ограничительные меры носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами, такими как, например, государственные программы субсидирования для граждан, принявших решение о покупке нового безопасного автомобиля. Между тем, в Госдуме накануне призвали не трогать вопросы эксплуатации праворульных автомобилей в России. Такую точку зрения в беседе с ТАСС высказал член Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков, «Справедливая Россия за правду». Парламентарий отметил, что для многих регионов Сибири и Дальнего Востока праворульные машины являются частью повседневной жизни. Давайте оставим людей в покое. Пусть ездят и зарабатывают деньги, возят свои семьи и ездят на работу, на отдых. Ничего страшного с праворульными машинами, на мой взгляд, нет, заявил Новичков. Добавим, что в июне в МВД заявили об отсутствии намерений вводить запреты на покупку, продажу и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. Таким образом, в ведомстве отреагировали на обсуждение в сети пунктов стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, в которых упоминался пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления. Им там больше нечего обсуждать, что ли? Когда уже дадут нормально жить? Одни заградительные меры. МВД России не поддерживает инициативы по ограничению ввоза в Россию автомобилей с правым расположением руля. Также в ведомстве выступили против того, чтобы праворульные машины облагались при импорте повышенным утилизационным сбором, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. В прошлом году в России лишь в 12% аварий с погибшими фигурировали праворульные автомобили. Изучением возможности обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой стратегии повышения безопасности дорожного движения. При этом планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях. Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте стратегии речи не идет, подчеркивается в пресс-релизе министерства. МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей, отмечает Волк. Но это чтобы потом говорить, а это не мы всю дорогу были против. Самое интересное, что все это обсуждают люди, которых это лично не коснется. Ни утильсбор, ни запрет правого руля. Служебный автомобиль рулит. Отстаньте вы уже от реально качественных, надежных японских авто. Как будто проблем больше нет. Лидер партии «Справедливая Россия за правду», глава думской фракции Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать государственную программу «Новый автомобиль каждой семье». По инициативе Миронова владельцы автомобилей старше 15 лет смогут сдать их в утилизацию и получить сертификат на покупку нового отечественного автомобиля. Фракция «Справедливая Россия за правду» предлагает инициировать новую масштабную программу
программу, позволяющую сдать старый автомобиль в обмен на новый, сказал Миронов. По его словам, ключевая идея инициативы «Новый автомобиль каждой семье» состоит в предоставлении гражданам значительной господдержки для обновления личного автопарка, что одновременно способствует развитию российского автопрома. По новому предложению, если у человека есть машина старше 15 лет, он может сдать ее на утилизацию и получить сертификат. Размер сертификата будет равен реальной рыночной цене старого автомобиля. Важно, что этот сертификат можно будет потратить только на покупку нового автомобиля российского производства от компаний, которые одобрены правительством, например, ВАЗ или ГАЗ. В соответствии с предложенной инициативой данный сертификат разрешается применять в качестве первого взноса при приобретении нового автомобиля, произведенного в России. Оставшаяся сумма может быть внесена за счет личных средств покупателя, либо оформлена в кредит с поддержкой государства в виде субсидирования процентной ставки. В документе также отмечается, что для отдельных групп граждан, включая жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также регионов Крайнего Севера и многодетных семей, могут быть предусмотрены дополнительные льготы. Миронов обратился к Мишустину с просьбой поручить профильным ведомствам детально рассмотреть данную инициативу и подготовить возможные механизмы ее внедрения. Ранее автоэксперт Андрей Тростин рассказал, что россияне все чаще выбирают японские автомобили вместо китайских. По его словам, у китайских машин быстрее появляется ржавчина из-за тонкого металла, а также часто возникают проблемы с надежностью. Тростин добавил, что в Россию везут в основном дешевые китайские автомобили, у которых качество хуже. Он считает, что по таким машинам нельзя судить о настоящем уровне автопрома в Китае. Суть инициативы Миронова в том, чтобы россияне обновляли транспорт, тем самым поддерживая отечественного автопроизводителя. С такой инициативой цены на лады улетят в космос. По итогам этого года в Россию из Южной Кореи импортировали 61 573 поддержанных автомобиля. Динамика относительно аналогичного периода прошлого года плюс 88%, но скоро лавочка прикроется. Рейтинг наиболее востребованных бэушных машин из Кореи по итогам года такова: Kia ввезено 17 тысяч машин, BMW 12 тысяч, Hyundai 9 тысяч, Mercedes 6,5 тысячи, Audi 3700 машин. Наиболее популярная модель — полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade. Такой автомобиль с пробегом около 100 тысяч, ввезенный из Кореи, предлагается в РФ в среднем за 4 миллиона рублей. Южная Корея второй по объемам источник поддержанных машин без пробега по РФ. На первом месте по-прежнему Япония. Из этой страны в Россию в этом году ввезли 131 тысячу бэушек, на 10% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Проект постановления правительства РФ, в котором прописано изменение методики расчета утилизационного сбора на автомобили, установил рекорд по дизлайкам на госпортале нормативных правовых актов. С момента публикации и по состоянию на сегодняшний день пользователи поставили документу почти 70 тысяч негативных реакций. При этом есть и положительные реакции. Их 0,7% от общего количества, то есть чуть более 500 в абсолютном выражении. Напомним, документ пока проходит стадию общественного обсуждения. Минпромторг рассчитывает, что в ближайшие недели будет утверждено изменение системы расчета утилизационного сбора. Формулу расчета дополнят привязкой к мощности двигателя и прогрессивной шкалой. Льготная ставка утилизационного сбора для физлиц при ввозе машин для личного пользования сохранится только для тех случаев, когда мощность двигателя не превышает 160 лошадиных сил. Сумма сбора возрастет для большей части категории автомобилей. Напишите в комментариях, сколько стоит ваша машина. Ну и обещанная мною шутка. У Лены свой особенный метод вождения. Каждый раз, когда она подъезжает к нерегулируемому перекрестку, она говорит страшное заклинание: «Чур, я на главной», и едет. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.